Путешественники вернулись из новогодней поездки и узнали, что теперь помимо кошки, которая вместе с ними знакомилась с Болгарией, у них дома есть и собака. Поздним пятничным вечером на вокзале Руси я дожидался поезда, идущего из Силистры в Софию. Это один из 3 маршрутов в Болгарии, на которых ночные поезда имеют лежачие места. Доплатив всего 2,5 евро к цене сидячки, можно ехать всю ночь горизонтально в 6-местном купе, которые, кстати, встречаются только на этом маршруте. В приморские города ходят более новые спальные вагоны, вмещающие в 2 раза меньше пассажиров. В Софии я встретился с Кристианом, который прилетел ко мне в гости в Болгарию этой ночью. Но вместо того, чтобы просто сидеть дома, мы решили немного покататься по стране и отправились в Пловдив. Я познакомился с ним чуть более года назад в Иордании, осматривая Петру. Он услышал, что мы с Дашей разговариваем на русском языке, которым он владеет, так как когда-то жил в Молдове. А затем, пообщавшись, выяснилось, что наши интересы еще и пересекаются в области путешествий и автостопа. Кристиан – счастливый обладатель португальского паспорта и английского ВНЖ, так что может достаточно легко путешествовать по миру. При этом он никогда не был связан с Россией, поэтому удивился, что я сильно возмущаюсь тем, что в болгарском сувенирном магазине продавалось большое количество кружек с Путиным, и недоумевал, неужели в 40-х годах прошлого века в странах, которые не затронула война, также была популярна сувенирка с Гитлером. Хотя и здесь оказалась одна кружка со свастикой. Стояла возле российских военных, стыдливо срезавших с формы все знаки различия перед аннексией Крыма. Досталось на кружках и американским президентам. Живя здесь уже 4-й месяц, я заметил, что многие представители старшего поколения, как и в России, винят именно США в том, что в их стране все развалено и украдено. Арочные конструкции, которые сразу бросаются в глаза на холме Бунарджик, 2-м по высоте в городе, не имеют никакого отношения к единственному сохранившемуся на территории Болгарии Пловдивскому акведуку. Их построили в 30-е годы прошлого века, когда проводились масштабные работы по благоустройству возвышенности и превращению ее в парк. Но родники на холме действительно бьют. И сейчас производится очередная реставрация питьевого фонтана, который стоял на этом месте как минимум еще в османские, а возможно и в античные времена. Спустя 3 года после завершения Второй мировой войны на вершине холма, который тогда назывался в честь диктатора СССР Сталина, было решено установить памятник советскому солдату, прообразом для которого послужил алтаец Алексей Скурлатов, оказавшийся осенью 44-го в Пловдиве в отряде связистов. Интересно, поэтому и этот, и все остальные подобные монументы в Болгарии называют Алеша. Все чаще, особенно в последний год, они вызывают вопросы и дискуссии. Если в ходе русско-турецкой войны 1877-8 годов действительно произошло освобождение болгар от почти 5-векового турецкого владычества, независимо от того, действительно ли российский император желал помочь балканским христианам или же имел другие цели, то во Вторую мировую Болгария вступила как, хотя и скорее всего вынужденный, но союзник Германии. При этом с СССР она сохраняла дипломатические отношения, а когда советские войска появились здесь в сентябре 44-го, уже после объявления Болгарией нейтралитета, их действительно встречали цветами и красными флагами. Но вот считать ли это и последующие 45 лет навязанного коммунизма освобождением или чем-то другим? Создается впечатление, что последнее время все чаще смыслы меняются на противоположные, как это случилось с георгиевской ленточкой, которая сейчас для меня однозначно символ агрессии и оккупации. Хотя с детства 9 мая был одним из моих любимых праздников, наравне с Новым годом и днем рождения. В 90-е годы символом Дня Победы сделали ту самую черно-оранжевую ленту, которая символизировала уважение к ветеранам Великой Отечественной, память о погибших и цене той войны. Когда появилась акция «Георгиевская ленточка», я с удовольствием в ней участвовал, в том числе и публично, в своей телепрограмме.
С тех пор очень многое поменялось. Сейчас тяжело представить, что всего 10 лет назад со своим фильмом, содержащим по нынешним российским реалиям, если не состав уголовного преступления, то как минимум крамолу, А главное, это опыт бессмысленности войны, когда из-за амбиций отдельных личностей, желающих заполучить чужие земли и богатства, губятся миллионы человеческих жизней. а также представляющим разные точки зрения вместо единственной, можем повторить? Большинство наших сверстников слишком, как бы сказать, мягкотелы, что ли. Они просто не сумеют. Вполне успешно участвовал в фестивале патриотических фильмов «Вечный огонь» в городе-герое Волгограде. Хотя на территории Пловдива расположено 6 возвышенностей, его называют городом на 7 холмах. И это не попытка как-то присоединиться к славе Рима. Тем более, что Пловдив заметно на несколько тысячелетий его старше и является, если не самым, то точно одним из наиболее древних городов Европы. Марково ТП, 7-й холм, разбирали на камне с конца позапрошлого по середину прошлого веков. И сейчас его фрагменты можно увидеть лишь на дорогах и тротуарах города. Мы спустились со второй по высоте возвышенности Пловдива, и вновь на глаза попались материальные свидетельства работы пропаганды. До развязанной Россией год назад полномасштабной войны я честно не понимал, почему в детстве взрослые сильно ругались, если кто-то рисовал гитлеровскую свастику. Сейчас же, при виде путинской свастики в виде буквы Z, у меня у самого возникают крайне негативные эмоции. Дальше мы отправились на самый высокий холм, который с середины прошлого столетия называется Молодежный, в честь энтузиастов, занимавшихся его благоустройством. А до этого Джендем-Тепе, что с турецкого переводится как «адский» или «далекий холм». Второе название вполне логично. По сравнению с другими он наиболее удален от центра города. Еще раньше возвышенность именовалась созвучно Джин-Тепе в честь духов. А до этого на вершине размещалась большая раннехристианская базилика. Перед ней бронзовая статуя Аполлона, а еще раньше фракийское святилище. Сейчас здесь находится плавательный бассейн, и в вопросе, работает ли он летом, мы с Кристином принципиально разошлись. Он, как западноевропеец, да еще и не испорченный соцреализмом, считал, что, конечно же, должен работать, о чем обязательно позаботятся местные власти, главная задача которых – создавать максимально комфортные условия для жителей. Что ж, летом узнаем. Около 8 утра следующего дня мы пришли на железнодорожный вокзал. Нас стало уже 3. В хостеле Кристиан познакомился с Аноей и предложил ей составить нам компанию в прогулке по горам. Идея посмотреть на снег привлекла нашу новую знакомую. Она сама из Колумбии, где его можно увидеть только высоко в горах. И хотя последнее время путешествует по европейскому континенту, посещает преимущественно южные страны, где белый покров также является скорее экзотикой. Периодически останавливаясь в понравившихся странах и устраиваясь там на работу, Аноя увлекается рисованием и даже умудряется зарабатывать на своих стикерах. Среди работ, которые она показывала, меня, конечно же, сразу привлекла утка. Все-таки во многом я сейчас здесь благодаря желтой уточке Медведева, за прогулку с которой по центру города в России меня судили. И если то решение, устоявшее в апелляции и кассации, будет признано болгарскими властями политически мотивированным, у меня окажутся шансы стать европейцем в упрощенном порядке. За 40 минут мы доехали до станции Септемвре, где нас ждал следующий поезд. В отличие от остальных, он узкоколейный. Расстояние между рельсами здесь почти в 2 раза меньше, чем обычно, а вагоны отапливаются паром, его клубы вырываются наружу и чем-то вызывают у меня ассоциации с давно ушедшей эпохой паровозов, которую я, в общем-то, и не застал. Эта 125-километровая железнодорожная ветка строилась в течение 19 лет, во второй четверти прошлого века. Проходит вдоль границы гор Родопы и Рила, поднимается на высоту в 1267 метров над уровнем моря, являясь самой высокой железной дорогой Балканского полуострова. Собственно, из-за трудного горного рельефа и было решено возводить линию узкой колеи, но все равно потребовалось построить 35 туннелей, множество мостов и других инженерных сооружений.
До начала 2000-х годов по железной дороге осуществлялось интенсивное грузовое движение, но впоследствии автомобильный транспорт оказался более рентабельным. Существовали планы вообще закрыть эту ветку, но, к счастью, они не были реализованы, и поездами продолжают пользоваться как туристы, так и местные жители. И, кстати, в несколько высокогорных сел до сих пор можно добраться только на поезде. В Добрыниште мы приехали в 1:30. Поезд идет неторопливо. Требовалось поторопиться. Канатная дорога, которой мы планировали дальше воспользоваться, довольно скоро закрывалась, а до ее нижней станции оставалось еще 12 километров. И ввиду отсутствия автобусов вся надежда была только на автостоп. Добрыниште – небольшой город с постоянным населением в 2500 человек. Но так как это курорт, сочетающий в себе и горнолыжные склоны, и термальные источники, людей здесь, особенно в зимнее время, проживает заметно больше. Практически не останавливаясь на осмотр достопримечательностей, мы дошли до окраины города и довольно быстро поймали машину наверх. Нашей попутчице уже доводилось путешествовать автостопом, так что эта поездка для нее не стала чем-то новым. Дорога сильно петляла между скалами. Водитель провез нас всех троих примерно 2/3 пути. Оставшуюся часть мы прошли пешком, поднялись до высоты, на которой уже лежит снежный покров, и впритык, но успели оказаться у нижней станции канатной дороги до завершения рабочего времени. Она была запущена в 1989 году и сооружена за несколько лет строительными войсками. В общем-то, обычное дело использования военнослужащих для хозяйственных работ, практиковавшееся коммунистическими режимами. На тот момент это была самая большая канатка в Болгарии. Длина почти 3,5 километра, перепад высот 742 метра. Возле верхней станции расположен туристический приют «Безбок», который строили почти 10 лет в 70-х годах, завозя большую часть строительных материалов – кирпич, песок и железо – на лошадях, так как тогда канатной дороги, последними пассажирами которой сегодня оказались Кристиан и Аноэ, еще не было. И ведь в условиях капитализма подобный проект вряд ли оказался бы рентабельным и был осуществлен. Так что и не скажешь при всем желании, что при социализме абсолютно все было плохо. Как обычно, есть и обратная сторона. Находиться в теплой и уютной комнате которой, да еще и в молодежной компании, оказалось очень приятно и весело. Прямо как раньше, когда имевшиеся документы позволяли путешествовать на 1000 километров, попадая при этом в самые неожиданные места и общаясь там с разными людьми. В следующем выпуске путешественники поднимутся на гору Безбок, находящуюся на высоте 2653 метра над уровнем моря.